Здравствуйте, товарищи! Это программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас член Президиума Центрального комитета Компартии, секретарь ЦК КПРФ Станислав Эдуардович Ониховский. Здравствуйте. Добрый день. В роли партийного критика у нас, как обычно, Кирилл Рычков. И мы начинаем, и вопрос у нас, магистральный вопрос, с которого мы начнем. Политика и религия. Как это видится коммунистами сегодня? Спасибо. Вопрос очень актуальный в настоящее время. Вопрос, на мой взгляд, очень своевременный. Дело все в том, что по этому вопросу об отношении партии к религии и в целом роль религиозного фактора в политике очень много мнений всегда. И зачастую представители либерального крыла, они огульно критикуют коммунистов в отрицании религии, как таковой, в запрете деятельности церкви и прочих таких вещах. Для того, чтобы разобраться в этом сложном вопросе, нам нужно, конечно же, обратиться прежде всего к истокам нашей идеологии и к тому, как основатели марксистско-ленинского учения трактовали, интерпретировали религию. И здесь опять-таки нужно нам понимать, что в целом нужно отличать, во-первых, религию как социальное общественное явление, как некий культурный феномен, от церкви как институционального выражения той или иной религии в обществе, как политического инструмента, как политического института. И, собственно говоря, третья часть – это верующие, сторонники той или иной религиозной конфессии. Разделяй и властвуй буквально. Ну, по сути дела, отношение вот к этим всем вещам, оно в марксизме различно. Похоже, мы сразу зашли в тупик. Я, наверное, для наших... Просто с призывом отличать, значит, церковь мирскую от истинной веры выступил еще Иисус Христос. Как известно, именно за это его обвинили в святотатстве и в посягательстве на царство иудейское и распяли, что являлось замыслом Господним. То есть все получилось. А зачем нам к истокам уходить? Зачем нам разбирать сегодня перипетии, значит, событий пика индустриального общества, когда мы живем уже в другую эпоху, и, допустим, у нас вообще сегодня перед коммунистами не стоят те препоны, тот как бы официальный государственный религиозный, значит, культ, который тогда давлел, и поэтому марксисты прошлого считали необходимым всю эту надстройку разрушить. Ведь сегодня де-факто и де-юре у нас есть свобода совести, и, казалось бы, религия и политика не должны быть связаны. Есть ли смысл нам вообще оглядываться? Есть. Ну вот вы говорите, у нас сейчас свобода совести. А кто, собственно говоря, способствовал тому, чтобы эта свобода совести была реализована в государстве? Это Владимир Ильич Ленин и его декреты об отделении церкви от государства, школы от церкви и так далее, так далее, так далее. Так или иначе, вся, собственно говоря, вот эта современная система свободы вероисповедания, да, и концепция вот эта вот, она базируется в нашей стране на законодательных инициативах большевиков, и в частности Владимира Ильича Ленина. Чтобы понимать суть этих инициатив, мы должны уйти как раз-таки в истоки и понять, что, собственно говоря, это было так, и почему это было так. Важный момент затронули, сказав о том, что вот мы сейчас, зачем нам там рассуждать о марксизме, там вот к эпохе этого индустриального общества, сейчас у нас все по-другому, уже все поменялось. Я вам хочу сказать, капитализм, он изменился, но сущность его не изменилась. И базовые законы воспроизводства, они остались прежними. И поэтому функционирование религии в капиталистическом обществе сейчас тоже видоизменилось, но по существу вот те оценки, которые давали религии как социальному явлению тот же Маркс, Энгельс и Ленин, они актуальны и сегодня. Почему необходимо отличать
и, собственно говоря, выделять в отдельные, как говорится, категории религию как таковую, как явление, да, церковь и верующих, ну, по сути дела, это, на мой взгляд, очевидно. Это очевидно, потому что религия в целом, как явление, она не тождественна какой-либо конкретной церкви. А как разделить церковь и религию верующих? Если я еще понимаю институт от религии, как отделить, понятно, а вот как это разделить религию и верующих? Ну, потому что верующие – это прежде всего члены социума, которые имеют определенные религиозные взгляды. Ну, они носители этой самой религии. Носители, да. Но вы понимаете, что, собственно говоря, погружение в религию может быть совершенно отличным. Есть люди, которые соблюдают все предписания религиозные, все таинства, а есть люди, которые просто себя считают верующими, но, по сути дела, не утруждают себя никакими, скажем так, соблюдениями никаких норм. Вот. Ой, если да? вы спросите, давайте вот отсюда... Вот вы кто по веру, ну, я условно говорю, да, на улице зададите вопрос человеку, вы считаете себя там, допустим, верующим? Он скажет, да. Хорошо, а к какой вы себя относите к конфессии? Он говорит, я православный. Все, человек сам себя идентифицирует с определенной группой. Но если мы начнем уже проводить социсследования и выявлять степень его воцерковления туда, соблюдает ли он там пост, исповедуется там и так далее, сколько раз он ходит в церковь. И мы увидим, что вот таких вот воцерковленных людей у нас в стране менее 5%. Остальные все православные по названию. Шарлатаны. Нет, не шарлатаны, не шарлатаны. Вот мы ушли совсем в другую степь. А вот эти вот невоцерковленные верующие скажут словами Христа: «А кто без греха, пусть первый кинет в меня камень». И вот вряд ли социолог, встретившийся ему на пути, будет столь воцерковленным. Но даже если он воцерковлен, мы видим возобновление вот этих вот красно-белых сражений. И если, допустим, прихожанин православной церкви Московского патриархата видит почти в каждом храме икону, которая изображает вот новомучеников российских, а их штыками колят существа, инфернальные существа в буденовках и шинелях, это же определенный идеологический посыл. Если мы возвращаемся к истокам и начинаем объяснять, что вот хотели так, а получилось по-другому, и это все, мы все равно вынуждены брать на себя этот груз прошлого. Можно же просто сказать: сегодня для коммунистов без разницы религиозные верования человека. Мы работаем на другом поле, мы не стремимся, значит, кого-то там заставить молиться или не молиться. А кто это мы? Ты даже не вот мне, допустим, я настоящий анархокоммунист, устремленный в будущее. Будем вас слушать. Это тоже неправильно, потому что религия – это очень важный фактор современной политической борьбы. Очень важный фактор, роль которого со временем не уменьшается. Религия – важный фактор политической борьбы? Да. Как использует этот фактор КПРФ? Ну, во-первых, нас очень долго обвиняли в том, что, собственно говоря, мы, как наследники КПСС, вот, являемся носителями государственного такого как бы воинствующего атеизма, да, по отношению к верующим и так далее. Вот это вот далеко не так. Вообще, вот, собственно говоря, вот такое отношение к коммунистам, как к представителям воинствующего атеизма, оно существовало не всегда и сложилось, скажем так, вот... А как правильно называть атеизм Компартии? Научным? У Компартии сейчас... официально Компартия, она придерживается марксистского мировоззрения, а основой марксистского мировоззрения является, собственно говоря, научный метод познания. Метод, да. Поэтому, конечно же, мы выступаем за научный атеизм. Но вы поймите правильно, что это было на самом начале так, изначально. Это вот не мы придумали КПРФ сейчас. В том числе и Владимир Ильич Ленин писал, что мы не должны никогда задавать партийному человеку, коммунисту, вопрос, верует ли он в Бога или не верует. Это его личное дело. Но если этот человек
начинает пропагандировать свои религиозные взгляды в партии, то это перестает быть его личным делом, это становится уже делом партии. В партии пропагандировать свои религиозные взгляды нельзя, но при этом быть последователем той или иной религии, религиозной традиции допускается, и никто не вправе вас спрашивать Где об мера этом. пропаганда? Человек А я тебе коммунист. объясню, Ну, где вот смотри, мера. пример. Есть вот такой, мы с тобой этот аспект обсуждали. Секундочку, вот простой пример. Приходит коммунист в ячейку на Пасху и говорит: товарищи, Христос воскресе. Его что должны, пожурить или ответить это воистину воскресе? Культурный Ну, аспект. как? Это. Приходит Религиозный. мусульманин-коммунист в Курбан-Байрам, да, Да. праздник, и делает угощения какие-то. Ничего страшного в этом Нормально. нет, это допустимо, приемлемо, но если человек приходит в партию и начинает создавать внутрипартийные группы, фракции на основе религиозного принципа и говорить: вот мы тут православные, истинные, а вы тут какие-то вот пришельцы с Запада, Вот на протестанты. таких весь гнев научного Вот, собственно коммунизма говоря, надо и обрушивать. Вот эта ситуация недопустима. Эта ситуация недопустима в партии. Вот. А так, конечно же, вера – это личное дело каждого человека, это его право. И, кстати, вот эта вот позиция, она официально, вы знаете, что если Россию рассматривать, историю России, там была долгое время такая практика веротерпимости, когда государственной религией было православие, а все остальные веры, а вы знаете, страна у нас огромная, она и была тогда огромная империя, она была многоконфессиональная, там были и буддисты, и мусульмане, и иудеи, там Она и остается там, таковой. да, ну вот все остальные вот эти многочисленные религии, они были терпимы. Вот. И А только лишь в какие там 905 все остальные году многочисленные? они были поражены в своих правах, по сути дела, многие сторонники Все неправославия. остальные это какие? Ну, допустим, очень влиятельные были у нас иудейские общины в стране. Вот, они, пожалуйста, они были лишены, по сути дела, гражданских прав, там, не имели не имели тех прав, которые имели, допустим, православные. С католиками, Допустим, видимо, так же, да? Ну, с католиками в меньшей степени, хотя по большому счету тоже были ограничения, так же, как и с лютеранами, с представителями других протестантских конфессий были ограничения. Но о чем вам говорить? Допустим, ну, посмотрите, там, православие – это же тоже очень неоднородное явление. В православии сложилось и существует очень много направлений. Допустим, вот самое крупное, это берущее начало свое с реформ Никона в 17 столетии, это появление старообрядчества. Да? Старообрядцы, по сути дела, они вообще были выключены на каком-то периоде истории из общества как такового. Они вынуждены были уходить из городов, вынуждены были, скажем так, бежать от официального православия, они сжигали себя, их православные, их государство преследовало, особенно вот в эпоху Екатерины II и так далее. Вот. Также многие вот эти вот секты, возникшие на основе православия, те же субботники, там, те же хлысты, там их очень много. Вот. Это все были в Российской империи люди второго сорта. Вот. И только вот приход большевиков к власти, отделение церкви от государства, по сути дела, уравняли в гражданских правах верующих. Ну, старообрядцы вообще представители активно религии. поддерживали большевиков так-то. Ну, не только старообрядцы поддерживали, и баптисты на первых порах поддерживали. Ну, И собственно вот, говоря, и РПЦ сильно не мешало, вот. на секундочку, поддержавшее отречение царя. Ну, это вот еще один очень вопрос, да, вы правы. У нас такая мифологема у наших, особенно консерваторов, многих присутствует о том, что вот была некая такая счастливая Святая Русь, вот, государство, в котором вообще не было никаких проблем, и все было хорошо, пока не пришли большевики, там не свергли царя, хотя и не большевики свергли царя, вы это прекрасно знаете, и, значит, вот не разрушили вот эту вот идиллию. Была вот якобы некая такая симфония, гармония между государством и церковью. Вот, и мы знаем вот эту знаменитую триаду, да, обер-прокурора Синода Победоносцева,
православие, самодержавие, народность. Это вот как некий такой вот идеальный тип взаимоотношений. Очень долгое время представлялся и позиционируется сегодня многими вот сторонниками консервативных наших, скажем так, правого крыла консервативного. Но, по сути дела, если мы обратимся к фактам истории, то мы увидим, что государственно-церковные отношения, они в Российской империи всегда были непростыми, и всегда существовали очень серьезные противоречия между церковью православной и государством как таковым. Ну, несколько примеров приведу вам. Ну, допустим, давайте вспомним эпоху Петра I, когда после первых попыток выйти к Балтийскому морю и таких вот очень обидных поражений от шведов там, под Нарвой там, и так далее, в нескольких еще местах, Петр для того, чтобы быстро восстановить мощь армии, он что приказал сделать? Он приказал, по сути дела, секурилизировать ряд церковного имущества. Напомните, секурилизировать, незнакомое слово. Это значит, ну, в буквальном смысле, секурилизация, обмерщение, то есть перевод имущества из владения церкви в владение государства, можно так сказать. Снимали колокола, снимали там оклады с икон, все это переправляли, делали пушки и так далее. Как русская православная церковь во многом до сих пор оценивает деятельность Петра? Вы, наверное, знаете, да, как антихриста. Вот антихрист буквально, и там, ну, если кто этим заинтересуется, я могу порекомендовать даже не исторические какие-то источники, книги почитать, а почитайте роман Алексея Толстого «Петр I». Вот там очень... А как считается вообще, допустимо такое действие государства в ситуации, когда необходима срочная модернизация? Да, я могу все что угодно считать, но когда другого выхода не было, наверное, это было правильно. Петр I был императором-самодержцем, Вот. он не интересовался мнением о Нет, я допустимости понимаю, его да. действий. Дело все в том, что, интересно. да, дело все в том, что ведь по сути дела церковь это же тоже не просто так это имущество заимела. Церковь это крупнейший был феодал, да, как таковой, вот, который умножал свои богатства эксплуатацией трудящихся, тех же крестьян. Ну, в России там были разные категории этих феодально зависимых крестьян, в том числе были те, которые как бы принадлежали церкви как таковой. Вот, поэтому, ну, это правильно было, потому что иначе бы тогда мы не имели такую страну, которую имеем сейчас. То же самое, по сути дела, сделали и большевики в первые годы интервенции гражданской войны, когда они вынуждены были обратиться к церкви за помощью, вот, и вынуждены были заниматься изъятием церковного имущества. Но опять-таки это золото церковное, оно шло там не на личные счета там, Ленина, там, Сталина там, и других. Это золото шло на покупку, приобретение оружия, на покупку, приобретение станков и так далее. Вот. Ну, это пример один, когда еще задолго до большевиков отношения, ну, показываю, были очень противоречивыми. Ну и потом, вот вы знаете, что сразу же после февральской революции, что у нас произошло? Там очень интересные события происходили в Синоде. Синод – это, по сути дела, было министерство, которое управляло церковью. В состав Синода входили крупнейшие церковные иерархи. И казалось бы, что церковь, которая, собственно говоря, ну, сакрализирует монархию как таковую, да, в России, ведь церковь, она каждый день ежедневно молилась о благе императора российского, о благе монархии. Казалось бы, она должна была вот в эти смутное время февральской революции выступить на сторону монарха и поддержать его и Николая. Но что мы видим? Буквально же там, по-моему, 4 марта, после событий этой февральской революции, собирается заседание Священного Синода, избирают нового обер-прокурора, им становится Львов, такой либеральный деятель. И первые акты Синода – это
торжественный вынос царского места, это царское такое кресло. Во время заседания Синода на этом кресле мог сидеть только император, царь всегда. Вот они его торжественно выносят, делает это сам Львов, ему помогает митрополит Киевский, вот, а митрополит Новгородский в это время это комментирует о том, что наконец-то церковь обрела свободу после 200-летнего периода цезаропапизма. То есть вот вам истинная симфония между государством и русской православной церковью. Еще один очень важный такой аспект, ведь, по сути дела, большевиков обвиняют в том, что они начали, ну, скажем так, тотальное преследование религии как таковой и верующих вот сразу же после революции. Это тоже неправильная, неверная информация, потому что, по сути дела, преследование церкви и отдельных ее представителей началось уже после февральской революции 17 года, не после октябрьской, а после февральской. Вот. Ну и большевики стали преследовать верующих и священников, после чего? После того, как, по сути дела, церковь стала на сторону оппонентов большевиков в интервенции в гражданской войне, когда она поддержала белое движение, когда она поддержала интервенцию, ну, после этого началась уже война и с представителями церкви. Ну, я вот обратил внимание, Федор Владимирович, еще до эфира, что мне, как партийному критику, в роли которого я тут вынужденно выступаю, трудно будет развернуться в части ретроспективы, потому как вопрос этот мною изучен, и богоборческой партию точно назвать нельзя. Это была абсолютно реакционная политика против контрреволюции. Я почему, собственно говоря, и предложил изначально сразу развернуться в сторону нынешнего отношения партии и, возможно, пообсудить некий взгляд, так сказать, как партия видит взаимодействие с церковью в будущем. Но не могу пройти мимо и не вернуться вот к фразе, что религия – это фактор политической борьбы. Тему вот не совсем раскрыли. Хотел бы, чтобы вы немножко объяснили, каким образом. Для меня это просто не совсем понятно, каким именно методом. Да, очень просто. Ведь в нынешних условиях нам в том числе ставят упрек, что сейчас вот коммунисты к власти придут, опять, значит, тут будут разные социальные катаклизмы, и опять они начнут сажать священников, навязывать всем свою идеологию атеистическую. Я понял. Ну, то есть убеждается избирателя в том, что говоря, никаких таких планов нет. Очередная страшилка, да. И тут вот, собственно говоря, религия, она выступает как неким таким вот, не причиной, скажем так, а поводом, да, для того, чтобы вот это вот движение рабочих за свои экономические права, за свои, как бы, политические права расколоть его, расколоть. Вот вы, значит, православные рабочие, смотрите, вот эти неправославные, они, значит, вам могут потом навредить, не нужно тут нам. То есть вот этот вот раскол общества и раскол освободительного движения на основе религиозном, он очень опасен. Вот. Это было всегда, и это отмечал и Владимир Ильич Ленин, и Энгельс тоже об этом говорил, когда он подчеркивал, что и Маркс подчеркивал в одной из своих работ, когда он писал о том, что иногда социальное движение, освободительные движения приобретают форму религиозной борьбы. Ну, допустим, так было, если мы из истории примеры будем приводить. Так было, допустим, в эпоху крестьянской войны в Германии, когда, вы помните, Мартин Лютер провозгласил свои знаменитые 95 тезисов, да, о реформе католицизма, когда возник протестантизм, новое направление лютеранства, это привело к ситуации гражданской войны в Германии. И, по сути дела, в ходе этой войны крестьяне, они требовали изменения социальных условий жизни своих. Вот. Но
эта борьба, она шла в такой религиозной форме, как борьба между католицизмом и сторонниками новой религии протестантизма. И? Вот. Поэтому мы должны понимать, что религия это является вещь производная во многих отношениях от других вещей, в частности, социально-экономического положения, от, скажем так, культурного развития человека. И религиозный фактор, он не должен играть, на него, скажем так, не нужно обращать пристального внимания при организации то есть религиозный вопрос, если очень грубо, на повестке партии вообще не стоит. Вот. Он стоит как раз-таки, но решать его нужно в этом направлении, что религиозному вопросу не нужно придавать основное, главное звучание. А если говорить о второстепенности, то в чем проблематика? Ну, смотрите, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать, что такое религия вообще. Казалось бы, это очень простой вопрос, и каждый, наверное, на него знает ответ. Да? Вы справедливо назвали это культурным феноменом. Не только культурный феномен. Если бы это был только культурный феномен, мне кажется, и следует. Что-что? Ну, как мне кажется, к нему так относиться и следует, потому как я всегда в этом плане занимал позицию, что бремя доказательства должно всегда лежать на тех, кто убеждает нас в присутствии Бога. Безусловно. Смотрите, хорошо, вот я такой тогда вам вопрос задам. Вот, допустим, не знаю, там, литература, искусство – это культурный феномен? Конечно. Вот. И религия – это тоже культурный феномен? Конечно. Но, наверное, есть какая-то специфика своя у религии, отличающая ее в сильной степени там, от литературы, от идеологии как таковой. Вот в чем эта специфика религии как таковой? В отсутствии доказательств. В наличии веры. Системообразующим культурным феноменом. Ну вот видите. Системообразующим даже. Потому что религии напрямую влияют на тот тип государства, власти, страны. Давайте я вопрос лучше. А культура влияет? Нет, это очень важная тема, я сейчас объясню почему. Дело все в том, что религия – это очень сложное такое явление, которому трудно дать одно исчерпывающее определение. Вот я вам скажу, что есть такая наука – религиоведение. Попрошу не путать эту науку с теологией, там, с богословием. Это научное изучение религии. Эта наука, как и любая другая наука, имеет свою методологию, имеет там свои задачи и так далее, цели. Так вот, в религиоведении существует, в научном религиоведении, более 200 определений религии как таковой. Несколько сот. 200 определений. И как раз-таки в современном мире религиоведы пришли к выводу о том, что совершенно однозначное и четкое определение религии дать очень сложно. Лучше ее изучать по, собственно говоря, ее функциям и способам ее проявления и действия. С коммунизмом, кстати, такая же история. Определений тоже, я думаю, штук 200 от бесклассового общества. Есть. Да. Но вот вы уже близки к позиции Фиделя Кастро, который великолепную... Я вообще, в принципе, солидарен с позициями Фиделя Кастро. Великолепную дал аналогию такую. Он сказал, что между религией и социализмом гораздо больше общего, чем между религией и капитализмом. Вот в этом, конечно же, вы совершенно правы. Но если мы вот дальше начнем эту ситуацию рассматривать, и мы тогда увидим, что в сегодняшней науке о религии есть ряд направлений. Кто-то изучает, одно направление это изучает религию с позиций философских теорий различных. Есть направления, которые изучают религию с точки зрения социологии. Ну, допустим, вот интересные тут такие идеи, концепции высказал знаменитый немецкий социолог Макс Вебер, наверное, вы знаете его работу «Протестантская этика и дух капитализма», где он показал, что религия
по сути дела, по его мнению, способствовало изменению социальных экономических отношений в Западной Европе, способствовало появлению капитализма. И он сравнил вот этот вот этику, этос кальвинизма, одного из направлений христианства, с капиталистической этикой. И показал там очень такие тесные, интересные корреляции и параллели. Ну, знаете, да, что, допустим, такое известное библейское выражение было, отношение вот традиционного христианства, ну, традиционного я имею католицизм, православие, к богатству, да, что проще медведю пройти в угольное ушко, чем... медведю, простите, уже. Конечно, тех широтах медведю тоже не просто. Да, там нет. Верблюду пройти в угольное ушко, чем, значит, богатому попасть в рай. Так вот, Вебер показал, что вот в кальвинизме этот тезис, он совершенно переиначен. Там наоборот, у них один из таких критериев – это богоизбранности как таковой, это успех в твоих мирских делах, успех в твоих предпринимательских каких-то начинаниях и так далее. Но это как один из примеров. То есть вот социологи изучают то, как религия оказывает какое влияние на общество, социальную динамику, способствует ли она развитию общества, общественных отношений или там торможению и так далее. Психологи изучают религию на уровне взаимодействия личного мира человека, да, психического мира и религии как таковой. Здесь, конечно, интересные концепции там были у одного из основоположников этого подхода, Уильяма Джеймса, его работа «Многообразие религиозного опыта» – это классика. Вот он исследовал то, какие факторы вот, и какие причины приводят человека в обращению в ту или иную веру. Вот, в частности, он на материалах вот Америки 19 века, там очень интересная работа, вот, и обращения, и он, собственно говоря, показал, что вот эти вот переживания, человеческие эмоциональные переживания, они составляют очень важную такую основу религиозного содержания вообще. Здесь также стоит упомянуть и Фрейда с его теорией бессознательного. Вот, и, по сути дела, Фрейд отождествил религию с коллективным неврозом. Вот, он считал, что это массовый невроз, но который в то же самое время излечивает человека от индивидуального невроза. То есть впервые он заговорил о так называемой терапевтической функции религии. Ну, я могу продолжить. Тут, по сути дела, там очень много таких вот интересных вещей есть, если вы обратитесь к такому научному постижению религиоведения. Я хочу сказать о том, что нет универсального определения религии, но есть, собственно говоря, комплекс научных исследований, исходя из которых мы можем определить сущностные черты этой религии. И так вот, марксизм, по сути дела, Маркс и Энгельс, они стали основоположниками тоже одного из таких важнейших направлений в религиоведении, которое сегодня, скажем так, получает развитие. Вот. Они попытались осмыслить религию с точки зрения влияния на религию экономических, социальных отношений. И вот это вот социальные такие функции религии впервые были подробно описаны Марксом. Вот. А я придумал два экспресс-теста для определения того, насколько умело партия использует религию как фактор политической борьбы. Оба, как понятно, будут отравленными. Вопрос из зала. А скажите, пожалуйста, Станислав Эдуардович, должен ли быть отменен закон об оскорблении чувств верующих? Безусловно. Безусловно. Верующие не оценят. Ну, почему не оценят? Здесь просто зачем нужен такой закон? У нас есть законодательство, которое позволяет расценивать действия людей по отношению к тем или иным институтам, да, в том числе и высказывание
оскорбительных действий там, в церкви и так далее, и так далее. Нужно человека привлекать к ответственности не за оскорбление чувств верующих, которые, по сути дела, мы их не можем измерить. Как вы, почему не ввести закон тогда об оскорблении чувств неверующих или там, атеистов? Ну, допустим, меня, может быть, оскорбляет колокольный звон, не дает мне спать. Ну, я к вам к примеру говорю. Или там меня оскорбляет проявление там религиозности там в дни мусульманских праздников, вот этого культа религиозного. Почему у нас такой подход к этому? Вот, собственно говоря, принятие этого закона, а также вот эти вот процессы, которые сегодня идут, вот, когда, по сути дела, религия внедряется у нас в систему научного образования, когда в перечень научных специальностей ВАК включается теология, и, по сути дела, тем самым уравнивается теология, допустим, с такими науками, там, как физико-математическими науками, историческими науками. Правильно ли я понимаю, что вы категорически против таких случаев? Естественно, потому что теология – это не наука в полном смысле этого слова, это богословие. Вот вы в самом начале сказали, что религия не требует доказательств. Вот вся система теологических рассуждений, она базируется на таких вещах, которые невозможно доказать, невозможно опытным путем проверить, верифицировать как-то и так далее. Не, я сказал, что бремя доказательства лежит на тех, кто считает, что Бог есть. Ну, по крайней мере, вот такой вот это. Вот. Ну, вы знаете, что одна из антиномий Канта знаменитых, да, их там 4 было, вот одна как раз-таки, он впервые это показал, что невозможно доказать то, что мир сотворен Богом, что он там конечен, ограничен, и невозможно также доказать, что мир никем не сотворен, что он не ограничен ни во времени, ни в пространстве. Человек и с его, скажем так, опытом, он рационального исследования, он придет в тупик, отвечая на эти вопросы. Поэтому он вывел эти вопросы из сферы подлинно научного знания. Вот так же и теология, она не должна быть наукой. Так, по сути дела, всегда и было. Но должна быть? Не должна быть. Нет, но должна быть. Не должна быть наукой, понятно. Она наукой, по сути дела, и не является. Да, конечно же, ну, наука как раз это система доказательств. В любом случае она была, есть и будет. Если будет религия, обязательно будет и теология, богословие как таковое. И это всегда, это нормально, это различно. В христианстве это, допустим, нормально, это факторов. очень расплывчатое. Отсюда вот, собственно, прямо вытекает мой второй вопрос. А должно ли государство поощрять развитие? Ну, то есть, если представить себе, что красные вернулись в город и снова вот у руля, должна ли государство поддерживать развитие вот церковных институтов, поощрять строительство новых церквей и так далее? Входит ли это в интерес государства, стержнем которой, как я очень надеюсь, когда-нибудь станет партия, в которой один из принципов – это тот самый научный атеизм? Ну, смотрите, мы должны здесь исходить из того, что в основе государственной политики в отношении к церкви и к религии должны лежать принципы свободы совести и принципы четкого отделения функций государства от церкви, образования от церкви. Если мы будем этот принцип соблюдать, то тогда у нас не будет никаких проблем. Какую-то помощь верующим оказывать возможно, если, допустим, это я не считаю предосудительным и возможным, если государство там поможет с строительством какой-либо церкви, там одной общины, но тогда надо понимать, что это должна быть какая-то такая программа, в которой могут получить такую же помощь не только православные, допустим, россияне, да, граждане России, исповедующие православие, но и те же граждане России, допустим, исповедующие буддизм там, в Калмыкии или в Бурятии. Чем они хуже? Почему государство должно поддерживать православие, но не поддерживать другие религии? То есть
Вот должна быть вот эта справедливость. Так может на мой тогда взгляд. вообще никого не будем поддерживать, если мы научный атеизм исповедуем? И все, и никто Нет, не в мы обиде. не исповедуем научный атеизм. Как тем не более, исповедуем? Вы с этого начали. Я лично исповедую. Партия носительница материалистической идеологии, материалистического мировоззрения. Но вот в вашем словосочетании исповедуем атеизм, вот это вот такой Научный вот, знаете, атеизм. да, призыв, что мы тут сейчас вот как этот Вольтер по отношению к католической церкви там воззвание писал, раздавить гадину. Вот мы сейчас вот эту вот гадину религиозную, да, вот мы ее вот раздавим своим научным атеизмом. Вот те же самые Маркс и Энгельс, они предостерегали от этого. Энгельс, в частности, прямо писал о том, что ну, трудно представить Богу большую услугу, чем развязать войну против верующих. Вот если мы сейчас будем атеистами и устроим вот эту войну преследования верующих, мы... Да почему сразу вытекает преследование? На них можно просто не обращать внимания. Они не должны мешать развитию. Поговорить не пробовали. Нет, если еще раз говорю, что если они принесут систему доказательств, с религия удовольствием. – это личное дело каждого человека, и исповедование или неисповедование религии не должно оказывать никакого влияния на ваши гражданские права. Мы все должны быть в этом плане равны, и верующие люди, они согласен, но мне кажется, что тратить народные деньги на строительство церквей не совсем правильно. Я за то, чтобы их тратили на строительство школ. Я считаю так, что если есть общественный запрос на это со стороны именно населения и со стороны трудящихся, которые хотят это, тогда это допустимо. Но, а как понять? Вот, условно говоря, в городе живет 1 миллион человек. 10 тысяч человек обратились за строительством церкви. Это достаточно? Какой процент обратившихся должен... Не, я думаю, это недостаточно. Я не готов сейчас тут... Я вам скажу, как. Буквально всё Государство это не описать. должно вмешиваться в религиозные дела. Религиозная да, община правильно. традиционно Я тоже за то. имеет свои Вы нас не источники трогаете, мы финансирования. вас не трогаем. 1 миллион человек или сколько-то они скидываются и строят свой храм. вот. А государство Но не это- должно мешать. просто. Между прочим, оно не партия в должно свое время мешать. все обкомы и горкомы строила ровно на членские взносы, тоже на Вот. средства верующих. А у Да. них взяли, потом отобрали. Ну, это не Это, верующие. кстати, Надо еще вернуть всё назад. Обязательно. Да. Мы к этому вопросу обязательно Вот. еще вернемся. Да. Вот, поэтому вот я бы, собственно говоря, настаивал на этом, что в основе отношений государства и церкви должны лишать такой вот, ну, можно сказать, принцип такого невмешательства, нейтралитет. А как вот процедурно это будет выглядеть? То есть вот опять же гипотетически появилось вот у партии конституционное большинство. Ну, в значении, что партия может определять будущее страны во всех ее аспектах. То есть буквально начнут издаваться один за другим декреты, что вот, значит, теологию из институтов дало и так далее. Так тут же, как только вот начнется эта планомерная политика, значительное число вот назовем вежливо воцерковленных людей начнет убеждать, вот, мы же говорили, вот они уже начали отстранять религию от... Ну, мне первое кажется, что здесь нам не придется совершать какой-либо такой революции, потому что мы будем указывать на то, что в государстве должна соблюдаться Конституция прежде всего. А в Конституции Вы вот ее эти не собираетесь принципы... менять, что ли? Нет, возможно, мы ее будем менять. Как да? это возможно? Точно прям надо менять, иначе выхожу из партии. Я не имею таких полномочий. Коммунист говорит, я пришел не нарушить Конституцию, но исполнить ее до последней буквы. И тем самым она изменится. Конституция, она у нас очень противоречивая. Есть положения, мы с которыми не можем мириться, да, если как будем правящая партия. А есть положения, против которых, ну, собственно говоря, спорить мы не будем. В том числе и вот этот принцип разделения государства, отделения государства от церкви и так далее.
Вот. Ну, конечно же, всегда будут недовольны, они были, есть и будут, но, по сути дела, отделяя образование от церкви, церковь, она занимается, и пусть занимается дальше организацией там своей системы образования, своей церковно-приходских школ, своих этих самых духовных семинарий, духовных академий. Это было всегда. Вот это церковное образование, это одно из направлений образования, а есть государственное образование научное. И это нормальная практика. Ну, то есть можно все-таки сказать, что партия заинтересована в развитии церковных институтов, пусть даже самостоятельном развитии? Ну, партия заинтересована в том, чтобы трудящееся население было, скажем так, получило, да, максимум прав, оно было, достигло определенного благосостояния, вот, оно было, скажем так, его культурные запросы этого большинства были удовлетворены. И если в числе этих культурных запросов будет необходимость церквей, то в этом смысле, да, мы будем поддерживать это дело. Ну, как сказал один мой хороший знакомый, если страх перед адом помогает коммунисту быть порядочным человеком, то зачем ему мешать? Вопросов больше не имею. Прекрасно. Я считаю, что очень хорошее завершение нашей дискуссии, но все-таки я не избавился от своего первоначального скепсиса, потому что от порядка 50 минут мы в кругу единомышленников на самом деле перетирали вот вопросы прошлого, а представьте себе, если здесь будет оппонент. Все-таки я думаю, что нужно настаивать, да, с кратким обращением к прошлому, что, допустим, я предлагаю как вариант, Компартия сегодня стоит на ранних платформах большевиков, которые декларировали безусловную свободу совести, и все. Вот. Верите или не верите, во что и как, это дело самого гражданина, групп, общин, свободных ассоциаций. Государство это не должно мешать, пока это не несет какой-либо угрозы. А вот тут уже тонкая грань начинается, потому что всегда в этой группе тех, кто свободен совестью, есть группа тех, кто готов агитировать за это дело. И вот тут мы возвращаемся к тому, что это уже становится общим делом. И вот грань, где вот заканчивается вера и начинается агитация, она на самом деле очень тонка. Поэтому и говорю, что этот аспект, он по-хорошему-то в партии должен быть разобран, и должна быть какая-то разъяснительная записка. Да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому я и говорю, что этот вопрос актуален. Дело все в том, что религия – это закономерное явление вообще. То есть это не явление, которое возникло там случайно, явление, основанное там на невежестве или там обмане там одной группы людей, другой группы людей. Религия имеет закономерности своего развития. Эти закономерности, они коренятся, с одной стороны, в психике человека, да, мы об этом немножко говорили, когда я там вам приводил примеры с Фрейдом, с тем же Джеймсом. Религия имеет свои корни в социальных отношениях, и прекрасно это показал Маркс, который, по сути дела, показал, что не боги творят человека, а человек творит богов. Да, вот этот знаменитый тезис Фейербаха, он его взял на вооружение, но переосмыслил и показал, что вот в основе вот этого вот творения лежит то, что называется отчуждением, что вот эти вот представления человека, его ценности, они как бы воспринимаются человеком как некие самостоятельные отчужденные сущности, главенствующие над ним. И по Марксу в основе этого религиозного отчуждения лежит отчуждение экономическое. Это когда продукт труда отчуждается от рабочего, воспринимается им как некая чуждая сила, главенствующая. Отчуждение в том, что человек участвует в общественном производстве, но результат этого труда
он не имеет к нему никакого отношения, он получает только его малую часть и воспринимает его как нечто другое. И вот это вот экономическое отчуждение, она составляет суть религиозного отчуждения. И поэтому Маркс, говоря о будущем религии, он писал, что религия будет существовать до тех пор, пока отношения вот этого экономического отчуждения, основанные на вот этой вот капиталистической эксплуатации и принципах капитализма, они не будут пережиты, пока они не исчезнут. Вот по Марксу, как только это все пройдет, этот период, да, когда у нас будет капиталистическое общество, основанное без эксплуатации, религия тогда отомрет сама по себе. Но, коммунистическое общество без эксплуатации. Да, коммунистическое общество, заговариваюсь уже просто. Ну и я бы здесь, собственно говоря, также, надо понимать, что классики марксизма, они не являлись вот истиной в последней инстанции. И вот это отношение к марксизму как к некой такой вот крайней догме, оно тоже вредно. И многие положения, они, конечно же, должны развиваться на основе, как говорится, не нужно слепо следовать, вот раз так Маркс сказал, значит так и будет. Допустим, я, например, считаю, что религия как явление, оно не исчезнет никогда, пока не исчезнет человек, по сути дела. Потому что я думал, мы разберемся, многие что происходит. Черты, они лежат в сознании вопрос человека. Вопрос отпадет сам собой. Да, вряд ли вы разберетесь. А что? Я вам могу просто... Вот это заход на новый интересный виток, я предлагаю. Отлично, согласен. Я могу вам большая тема. Примеры какие-то привести и показать, да. Договорились. Да, хорошо, спасибо. Мы обязательно уже теперь намеренно вернемся, я уверен, к этой теме. Вот, и Станислав Эдуардович продолжит свою прекрасную философскую базу развивать. А на этом «Красные пчелы» на сегодня успокаиваются. В студии с нами был член президиума, секретарь ЦК КПРФ Станислав Ониховский. Спасибо вам. Спасибо вам. Каверзные вопросы задавал партийный критик Кирилл Рычков и модерировал процесс православный анархист Федор Бирюков. Это была программа «Красная пчела» на радио «Аврора». Мир вам! Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Акнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна Акнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.